Всем здравствуйте! Я рада вас всех видеть. Сегодня меня зовут Юрова Александра. Сегодня мы пишем розы в вазе, много интересных моментов. Золотая вазочка, необыкновенные розы разных цветов, как написать листочек, как правильно закомпоновать картину, как сделать правильно фон живописный, вообще как сделать картину живой. Вот какие у нас сегодня стоят задачи. Проверим, все ли у нас есть на столах на наших. У нас вот такая интересная палитра, многоцветная, 3 кисточки, большая, средняя и маленькая, большая из которых щетинка плоская, крышечки для наполнения разбавителя, салфетки, тряпочки, палитра для смешивания красок. С чего мы начинаем? Кто подскажет? Размечать будем. Холстик, конечно, да-да-да. Определимся с композицией, да, точно. Я взяла среднюю кисточку. Я взяла коричневую красочку, вот буквально макнула и развела этим самым нашим разбавителем. Да, подливайте, наливайте в крышечки так, по чуть-чуть наливайте. Да. Коричневую желательно красочку, коричневую, с бордовой не путаем, да, они очень похожи. Коричневую, как шоколадка. Как шоколадка, коричневую краску, да-да-да. И вот сюда вот так вот, да-да-да-да. И вот так растушевываем. Вот. Если хотите, можно сюда поставить, чтобы не мешалось. Да. Если понадобится, скажите, я вам налью. Так, значит, начинаем с того, что намечаем край вазочки, нижний. Краешек, он у нас где-то вот здесь. И он кругленький, да, у нас? Кругленький. Вот такой краешек наметила. Видно всем, да, что я сделала? Краешек вазочки наметила. И верхний край вазочки, вот по этой золотиночке, вот здесь вот краешек, он чуть поблескивает. Так, проведем линию симметрии. И где-то вот здесь вот набросаем верхний край вазы таким образом. Вазочка небольшая, да, небольшая. То есть она не до середины, да, то есть где-то вот, если взять, наверное, третья часть по высоте, вот так, третья часть. Так, наметили. Затем вот круглые формы лучше рисовать прозрачно, то есть намечать такие эллипсы для того, чтобы понять форму в самое широкое место. Ну, навскидку, где-то вот здесь. Вот так вот, самое широкое местечко. Вот так тоже эллипс рисую. Вот такой эллипс приплюснутый. Нарисовал. Лучше рисовать прозрачно, как я прошу. Моя вы дорогая, давайте перевернем вот так. Обычно на холсте рисую. Да. Чуть-чуть мелковато, больше надо, больше вазочку. А у вас в самый раз? Нет, у вас в самый раз, у вас чуть мелковато. Да. Такие эллипсы сделали. Я сейчас пройду, посмотрю. Нет, так вообще, что стирать не надо, прямо по нему же рисуйте поярче, и все, это потом закрасится. Да, просто запоминайте, где у вас нужные контуры, где не нужные. Так. Потом очень просто. Немножко вот сюда вот так вот как бы заводим. И вот так вот мягким таким контуром соединяем. Смотрим, чтобы плечики были симметричные. Вот так соединяем плечики вазочки. Вот это самое... Так, немножко изогнуто вот здесь так вот. Раз, то есть... Так. И потом вот здесь вот похожа линия. Она, конечно, такая похожа на дугу, но немножко ближе к прямой. Вот так.
Вот так. Все, вот такая у нас получилась. Вот такая получилась вазочка. Ну, конечно же, корректируем. Я чуть-чуть отхожу в сторону. Чуть-чуть корректирую. Донышко здесь сложное. Мы пока его напишем вот так вот, просто. Более просто, чем здесь вот на картинке. Так. Немножко корректирую вот эти плечики, да, для того, чтобы вазочка была у нас ровненькая. Давайте я пройду и посмотрю, что у нас тут делается. Давай я тебе помогу немножко. Во-первых, сдвинула, да, очень сильно. Сколько тебе, дружочек, лет? Сколько? 7,5, совсем взрослая. 1 класс. Кто, мама тебя пригласила на рисование или ты маму сказала, давай пойдем рисовать эти розы? Мама проявила инициативу. Она просто очень любит рисовать дома. Я решила, чтобы она по-настоящему попала. По-настоящему. Так. Ну, по крайней мере, поймет последовательности, уже дома сможет что-то. А на правополушарном у нас вы были. Вот обязательно, да, если она рисует, это прям вот самый такой хороший импульс даст. Вот, держи. Да? Конечно, конечно. Это все закрасится. Вы тоже можете немножко поровнее. Вот, ну, чуть-чуть подправляю все эти штучки. Вот так. Получается? Нормально? Покрупнее. Мне кажется, чуть-чуть покрупнее. Очень уменьшить. У нас же формат-то больше. Давайте. Вот этот будет вот здесь, вот эллипс. Вот большой, да. И этот будет вот здесь, и потом вот так, и вот так. Хорошо? Подправите. Угу. Мне кажется, тоже больше надо. Чуть-чуть. Ну, смотрите. Мне кажется, тоже чуть-чуть побольше. Что нужно сделать побольше? Ну, ладно. Так. Затем, что дальше делаем? Кто знает? Кто знает? Какие предложения? Намечаем, конечно. Намечаем с того, что намечаем пограничные точечки. Те пограничные точки, за которые заезжать нельзя. У верхней розочки вот пограничная, да, точка. За нее мы не будем заезжать. Так, вот она точечка. Теперь вот у этой розочки где-то вот здесь граница. Тоже верхний край, да, я отмечаю верхний край каждого цветочка. Вот эта дальняя непонятная штучка, она ушла туда далеко, ну где-то вот здесь, да, такое ощущение, что где-то вот здесь. Следующий цветочек вот сюда направлен. Если я направляющую вот сюда доведу до конца, ну как бы среднюю линию, да, вот по цветку, то где-то вот в эту вот точечку она вот так, то есть она где-то у нас вот будет. Вот даже можно наметить, да, вот так. Вот она, этот цветочек у нас, да. Так, затем вот этот самый большой, он не по центру. Он не по центру, он поднят от вазочки сантиметра на 3 и сдвинут. И такой довольно крупный. Крупный, да, этот цветочек крупный. Теперь вот здесь недалеко отступать, да, недалеко его не выносим. Вот здесь еще одна роза. Пока мы ее вот таким образом нарисуем. Вот тут будет такой, так, вот. Вот, значит, и еще у нас один тут есть моментик, это бутончик. Вот он сюда так вот красиво из вазочки. Вот бутончик. Бутончик. Уточняю немножко цветочки. И вот эти вот точечки у нас
Да? Это пограничные точечки, границы, за них заходить цветочками не будем. Здесь можно провести край стола. Покрупнее цветочки делать, прям покрупнее. Вот как они здесь есть, они такие не мелкие. Они не мелкие, но они хорошо так распределены по всей поверхности. И вот сюда тень. Тень от вазы вот сюда. Так. Здесь у нас такой вот бутончик. Да? Вот такой бутончик. У него есть лепесточки. Вот так. Ну, вот у этого тоже наметим лепесточки. Вот так. Могут накладываться. Один лепесточек на другой может накладываться. Это опускается. Такое. Так, тут вот такой непонятная форма, она вдали. Ну, это тоже цветок. И мы его тоже вот так наметим. Единственное, сделаем его не очень крупно. Вот здесь. Так вот. Наверное, вот такая вот веточка может у нас тут образоваться. Ну и вот тут вот тоже есть цветочек. Тоже его крупным не будем делать, пока вот так. Вот мы с вами основные наметили цветочки. Посмотрим еще, полюбуемся, чтобы нам это все нравилось. Да? Все дело это нам нравилось. Может быть, что-то подправим. Я хочу немножко опустить вот этот вот. Чуть-чуть. Вот на этом этапе можно все исправлять. Ну, вообще-то масло нам так и разрешает исправлять. Поэтому мы можем так очень-то и не волноваться, расслабиться и писать в свое удовольствие. Вот. То есть цветы должны быть не слишком малы и не слишком велики относительно размера холста. Детали, такие как вот эти листочки, какие-то мелкие бутончики, мы их пока не рисуем. Потом мы их наметим, если они нужны будут, да? Ну как и упавшие листики. Это все потом, все детали в конце. Как бы деталями мы до конца уже докомпонуем нашу композицию. Вообще композиция правильная, это... А зачем? Он хороший. Ну, он для начала-то, он же, это начало, конечно. Для начала он нормальный. Да, 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 да. Вот. Что? Вот этот, наверное, очень сильно сюда выпустили. Давайте его немножко вот сюда подберем, а тот прям... Так, а этот сделаем крупнее и немножко сложнее форму, чем просто круг. Так, да, чтобы они так по кругу не располагались. Вот смотрите, так вот классно сделано, прорисовано, прозрачно эта вазочка. Чуть-чуть напоминает некий такой вот кружочек, да, кружочек. Некоторые симметричные формы стараемся мы как-нибудь убирать. И очень центральный, да, кружочек, и очень в центре вот этот. Значит, я его переношу вот сюда, немножко сдвигаю.
Бутон, он вот такой. И вот эти вот лепесточки, они как-то по раскидисти сюда. Вот. Остальное все супер. Все красиво. Да? Чуть-чуть вот потерять вот эту слишком ровную форму. Ну и доделаем здесь, конечно, тень. Да? Под предметом всегда должна быть тень. Как только тень появляется, предмет плотно встает на землю, на стол. Вот. Да? Вот так уже. И вот это бы, ну да, это у нас вот так вот. То есть уходим от симметрии. Да, если видим, что две похожие рядышком какие-то формы появились, симметрию стараемся убирать. Давайте посмотрим. Так. Побольше, да, побольше немножко. И можно было бы срисовывать с образца. Вот так бутончик покрупнее. Он, посмотрите, какой крупный. Во, какой такой, ну, здоровый, нехорошее слово. Большой, да? Большой. Вот это помельче правильно сделал. Вот это помельче. Ну, и можно все сюда. Так, да. И немножечко хочется вазочку, да, работать. Вот эту полосочку на золотой вазе давайте с вами тоже чуть-чуть подправим. Нормально. Угу. Я бы пошире вот эти плечи бы делала. Они пошире, да. Нормально, вот это по центру не рисуем. Он сдвинут. Видите, относительно центра осевой очень сильно. А какая ваза? Вот эта, да? Вот это большая. А большая получается. Самое главное, что плечи были на одном уровне. Вот эти вот плечики, они должны быть на одном уровне. Посмотрите. Ну да, вот эта вот точка. Проверьте. Так. Теперь, вот этот вот цветочек, он так относительно оси симметрии уходит вправо, да? И еще, что-то я хотела сказать. Вот, значит, вот эту вот полосочку, пожалуйста, давайте сделаем, которая у нас золотая. Мы ее сразу же вот так вот нарисуем. Двумя чертами. Контуром, да? Ну, понятно, да, что вот она у меня, эта полосочка. Вот. Ну, не закрашивайте. Вот и все. Затем беру тряпочку и тихонько, вот так, взяв тряпку в руку, все, промокаю вот эти все сгустки, лужицы, краски, масла. Убираю, чтобы они нам не мешали. Пускай размажется, мы уже разобрались, где у нас тут что будет в нашей картине. Вот. Спросите. Мы такой сложный не будем. Если кто давно ходит, можете попробовать сделать. Я попроще. Ну ничего, это дно особо не дает. Так, начинаем с чего? С фона, да? С фона. Какого цвета у нас фон? Какого? Какого-то оранжеватого, да, красивого, такого тепленького. Значит, беру много белого вот так, кисточкой, много белого. Кладу на блюдечко. Туда капельку разбавителя. Щетину большую, да, берем щетину большую, кисточку. Много краски, прямо давайте побольше сразу делать замес, потому что они все уйдут, все равно это все все равно уйдет. Пока белую взяли, да. Пока взяли белую. Вот, какие предложения, чего сюда добавим, да? Ну, желтенького было предложение, так, добавила, что еще? Немножко оранжевенького, правильно, вот такой получается. А там все-таки цвет грязноватый, значит, как делаем? Немножко коричневого предлагаю туда, вот так загрязнить, да, цвет. Немножко загрязнить, значит. Коричневый делает цвет грязным, а художники говорят сложным.
Цвет более сложный. Потемнее, прям вот нам надо под эту. Вот, ну, здесь темнее у вас на образцах, вот примерно под эту. И начинаю накладывать этот цвет. Да, который коричневый темный, да. Вот такой, наверное, какой-то цвет. Коричневый тот, которым умбра жженый, тот цвет, которым мы уже с вами делали набросок делали, да? Я рисую вот такими вот движениями, вот так кладу мазки. Чуть-чуть зелененького даже, коричневого, капельку зелененького, только не перезелените, потому что тут есть чуть-чуть такой зеленоватый какой-то моментик. Вот. И мы с вами, наша задача написать фон живописно. То есть, что значит живописно? Не просто закрасить сверху донизу, как забор, одним цветом, да, а именно написать живописно. Это значит, мы все время включаем какие-то новые оттеночки. Вот 2-3 движения, новый оттенок, чуть-чуть розовенького добавила. И вот сюда у нас уже пошел чуть другой оттеночек. Картина будет живее, более живой, более приятно, живо и как бы легко будет смотреться, более легко, более натурально. Так. И по возможности посильнее туда заходим между цветочками, не боимся. Мы эти все цветочки с вами обязательно туда впишем, без проблем. Мне кажется, вот здесь больше желтого, больше охры. Охра, подскажете, что за цвет? Песочный, правильно, да, охра, песочный цвет. Как больше даже оранжевого сюда. Здесь больше желтого. Если хотим сделать цвет чуть посветлее, что очень много веществом краски пишем, не разбавителем, а то акварельно очень будет, немножко гуще. Прямо в разбавителем, в крайнем случае, если совсем краска, кисточка не едет по холсту. Значит, первый цвет, да, много, по-моему. В тряпочку в левой руке, да, сразу тряпочка, да. Что у нас там? Оранжевенький. Ну, где-то вот таким. Это первый, да? Да, вот такой пойдет. Потом какой-то немножко, вот сюда, видите, зеленца пошла. Значит, туда добавим какой-то немножко вот такого, сюда пойдет. Вперед. Очень удобно тряпочку держать в руке, наготове. То есть, смотрите, что у нас происходит. Вот я беру кисточку, вот я набираю краску, да, делаю там 1, 2, 3 движения, а потом мне хочется взять другую краску уже, да, но этой кисточкой я уже ее не могу взять, да, иначе, представляете, этой кисточкой я тут полезу, да, что получится? То есть нужно вытереть. А когда вытер, уже можно дальше брать другой цвет и уже тут наносить. Опять 1, 2, 3. Опять вытираю кисточку. То есть все время чистая сухая кисть идет. У нас работает. Как только я начинаю держать не кисточку, а палитру, не тряпочку, а палитру в руке, да, то есть у меня все время кисть недостаточно чистая, и мне неудобно. Эффекты нужные не получаются.
нужные эффекты не получаются. Так, значит, тут у нас чуть-чуть было зеленцы, тут у нас тоже чуть-чуть есть зеленцы. До стола пишем фон до стола, вот до вот этой линии, которой обозначен стол. Даже если мазки такие остаются, красиво, пускай остаются. Вот так вот немножко сюда. Ну, вот такой у меня получился фон. Вот, если у меня вдруг, разрешите, вот, ну еще не доделал, да? Значит, если вдруг у меня получился вот такой резкий переход, да, что с ним делать? Значит, обмакиваю кисточку в разбавитель и убираю вот эту резкую границу. То есть я порисую темненьким на светленьком немножко, а светленьким цветом на темном. И у меня граница спишется, получится мягкий переход от одного цвета в другой. Вот, видно, да, перешла мягко, без границы. То же самое и здесь, то же самое и вот здесь. То есть вот если вдруг резкая граница получилась, значит хорошо бы перейти. Так, очень, наверное, ярко немножко вот какого-нибудь такого, какого-нибудь вот такого больше. Это оранжевый фон перекричит нам наши цветочки. Вот. Теперь правая сторона у нас зеленоватая, но не такой уж он зеленый, а какой-то больше цвет хаки. Да? Как мы его получать будем? Предлагаю взять охру, предлагаю взять чуть-чуть зелененького, чуть-чуть только, ключевое слово чуть-чуть, и чуть-чуть черненького, синенького такого нашли там. Тио индиго цвет называется. Да, очень льет, очень она льет. Послушай, убирайте. Ага, вот. Прямо в тряпку. Вот, подожди, вот так вот. Раз и в тряпку. Раз, все в тряпку собираем. Очень, да, потому что очень много жидкости, не справимся потом. Вот так, все время в тряпочку собираете мазочки и в тряпочку, ладно? Вот тоже видно вот эти пятнышки, вот их можно немножечко еще больше под... А какой вы сказали цвет берем? Охру, значит, коричневый, зеленый и чуть-чуть черненького. То есть он такой не зеленый, больше похож на хаки. Все хаки цвета получаются при смешивании зеленого и оранжевого, зеленого и коричневого. Так вот, если брать за основу основные цвета. Вот. Таким образом мы тоже с вами берем зеленый, немножко оранжевенького. Цвета перемешиваются, получается такой хаки оттеночек интересный. Внутри букета пока никаких подробностей не вырисовываем. Там будут листья, там будет темнота, внутри букета тень. К этому мы еще подойдем. Аккуратненько, не теряем краев вазы. Хорошо? Мы довольно точно все наметили вазочку и стараемся не потерять краюшки.
Ну, такой темно-зеленый можно и не делать, сделать цвет помягче. Вот здесь вот в уголочке. Так сильно можно его не утемнять. Значит, многовато зеленого, значит, просто берем коричневый, берем белый, перемешайте. Не, нормально, почему? Вот, теперь многовато берем жидкости, да, жидкости поменьше. Это не акварель, это масло. Здесь нужно больше брать вещества краски. Самой краски больше, да, вот кто рисует гуашью, вам проще. Да, вот прям. И в крайнем случае, если совсем не размазывается, тогда туда чуть-чуть вот так. И вот такими движениями. Именно пишем, не красим газобор, а пишем. Вот таким мазком. Ну, можно, да, поиграть цветом, немножко добавить оранжевого где-то, немножко добавить, разглядеть там какой-то еще оттеночек, да? И вот этот переход у нас, да, с вами, вот этот переход, каким образом? Мы его вот так вот просто можно пальцем взять и растереть. Ну, вот на этом пока все. Становимся. Да. Вот уже откровенным зеленым нужно оранжевый, да, примешиваем оранжевый к зеленому, получаем более сложные цвета. Что-нибудь вот так вот. Покоричневее, позеленее. И вот прям вот так, мазками. Держите. Угу. Поближе к лепесточкам. Вот этот крупный, да, цветок, он очень возьмет на себя много внимания. Вот посмотри, вот почти так, то есть его надо вот сейчас уже фоном подобрать. Сделать меньше, то есть ты его можешь прям меньше. Ну вот смотри, где этот лепесток, он вот так сюда идет и вот сюда вот так уходит. Конечно, то есть вот ты можешь вот сильно подбирать, намного сильнее. Так. Перетушевываем границу между цветами. Если я вижу, что у меня слишком кусок однотонный какой-то, да, получился, чуть-чуть примешала другой красочки, чтобы не было таких больших однотонных площадей. Они смотрятся скучно. Если внимательно посмотреть на этот фон, тут на каждом квадратном сантиметре чуть-чуть меняется цвет. Конечно, что вы спрашиваете, конечно. И поближе сюда между цветочками, да, прям закрашиваем. Низ пока картины не трогаем. Переходы делаем более мягкие. Вот здесь переходы еще будут, да, у нас. Ага.
Ну, давайте уже с фоном заканчиваем. Переходим к более интересным, да, вещам. К тому, что нам более интересно, чем просто фон. Как размыть? Да, а просто вот надо светлый, светлый. Вот мне нравится очень мазковая такая приятная живопись. Значит, беру светлую, да, и вот потихонечку вписываю темную в светлую красочку, еле-еле так нажимая, а светлую в темную, темную в светлую, вот так вот, и они потихонечку впишутся друг в друга. Можно вот мне чуть-чуть вот так вот подрастереть. Да, обязательно границу, вот эту толстую, такую яркую, обязательно убирайте, обязательно, потому что она будет тянуть на себя внимание и будет хотеться там рассмотреть, а что же там за граница, что же там такое. Так, готовы? Идем дальше, да? Идем. Значит, а какого цвета листочки у нас? Зеленый, скажет нам это биолог. А художник посмотрит и скажет, ну, внутри почти черный цвет. Вот видите, черный, внутри букета прямо черный. Какие-то цвет салатовый на свету, чуть-чуть отблески какие-то такие бледно-голубоватые, средние зеленые. В общем, тут много всяких оттеночков. Попробуем сейчас мы сделать зелень. Красивый такой вот. Беру среднюю кисточку, беру синюю вот эту темную, тио-индиго цвет, почти черную. Туда немножко зеленого я делаю вот так. Они тут рядом, то есть немножко отсюда, немножко отсюда. Единственное, кисточка должна быть обязательно очень чистая, чтобы она не несла туда белый замес в темную краску, иначе не получится фокус. Да. И наносим ее на самые темные места нашей картины, там, где они есть. Да? Слегка уже как бы делаю форму цветов более сложную. Чуть-чуть зелененького туда, да, надо, все-таки просится туда зелененького. Так, вот здесь от вазы очень темно. Не обращаем внимания на светлую зелень. Вот как будто ее нет вообще, как будто вот этих светлых листиков нету. Просто есть только темная зелень. И уже немножечко я задумываюсь о форме лепесточков на этом этапе. Отхожу, конечно же, периодически отхожу, смотрю. Вот так немножко порисовала. Разбавители обязательно кладем и рисуем уже с учетом того, что там будут лепестки. Вот как бы вот они, да, уже с учетом этого. Немножко больше разбавителя, я смотрю, очень густо почему-то рисуете. Чуть больше разбавителя, легче будет. Прямо в этот замес. Так, это у нас здесь бутончик. Это у нас тут будет листочек. Пока такая еще отдаленно напоминает нам зелень. Но все-таки где-то уже форма листочков, да, где-то уже все-таки похоже.
Опять же, симметричные формы стараемся не делать, не рисовать симметрию, какую-то четкую геометрию, да, вот такие вот вещи придают картине декоративность, то, что нам как раз и не надо. Так, и вот здесь вот у нас с вами есть две веточки. Потемнее черную уберите смело, берите черную, будет хорошо, поверьте мне. Да, конечно, конечно. Держите. Вот. Черный, прям вот чем чернее, тем лучше. Вот. И вот здесь вот тоненькие листочки, но, естественно, они маленькой кисточкой. Вот такие вот тоненькие формы. Взяла маленькую кисточку и немножечко вот так вот их подровняла. Чем у листочка тоньше кончик, тем он изящнее выглядит. Можно немножко и от себя что-то добавить, не так уж прям тут строго, да? Мы же не делаем копию, просто пишем картину на заданную тему. Вот. Потоньше. Вот эти тоненькие формы, тоненькой кисточкой, поизящней. Цветочки любят, чтобы их полюбили и порисовали их тоненько. Пожиже красочку, да, когда тоненькую кисточку берем, красочку пожиже. Детали пока не прорисовывайте, то есть вначале основное внутри закрасим черным, а потом уже края вот эти вот немножко превратим в более такие понятные веточки, в более понятные. Прямо смелее, в середине букета, прям вот это вот все потемнее, потемнее. Вот здесь вот, да, прям такое темное пятно, вот оно черное. А потом уже на нем нарисованы вот эти светленькие. Мы это обязательно сделаем. Всю зелень мы оживим, не бойтесь темных тонов, цветов. А темный он создает контраст. Если нет темного, нет и светлого. Не с чем его, ну, как бы сравнивать, да. Он не будет светиться. То есть нужно создать вот эти контрасты, именно это мы сейчас и делаем. Наносим очень темный цвет внутри букета теневой и очень светленькие будут блики, рефлексы. За счет этого картина будет играть. Угу. Молодец, молодец, хорошо рисуешь. Только в конце всегда, если листик не отломили, то тут должен быть вот такой вот в конце, да, листочек. Какой-нибудь вот такой. И так немножечко их. Вот так. Кстати, у меня
кисточку, она тут тоненькая, она вся вот эта пушится. Держите мою. Спасибо большое. На картиночку одним глазком. А что там, да? Смотрите на картиночку. Да, да, да. Чуть больше темноты. Вот. Прям превращайте, да, можно так свободно превращайте вот сюда в листики, да, чтобы оно не было такой обводкой, а больше было похоже на листочки. Дайте-ка. То есть закрасила, но недостаточно черным, а хочется все-таки цвет побольше, поярче. Вот здесь вот особенно, да, вот здесь темным, много темного. И вот это вот пятно превращаем уже в более такое, похожее на, пусть они в тени, но все-таки эта масса такая травянистая, там листочки, веточки, какие-то былиночки, да? Вот здесь вот мы рисуем розочку и уже сразу про нее думаем, что она у нас должна в розочку превратиться. То есть подразумеваются вот такие вот какие-то листочки. Да? Здесь тоже. Здесь. Так, побольше, да, немножко больше сделала, чуть-чуть побольше сделала этой зелени. Больше, здесь прям все слейте в темное. Слейте, конечно, да, а потом мы поверху нарисуем. Вот, сливайте, внутри все сливается в темное. То есть такое пятно темное. Здесь вот можно немножко так вот сделать какие-то вот такие вот. Прям еще вот раз, два, три, прям солнышко, рисуем солнышко. Так. Симметрии, ухожу от симметрии. Так, ну ладно. Теперь более светлый цвет. Более светлый цвет, зеленый разводим. Как мы его будем делать?
Значит, моем кисточку вначале от этого черного. Моем кисточку. Берем много желтого. Вот так загребаю прям много-много-много желтого. Вот так. И добавляю немножко зелененького туда. Немножко зелененького. Капельку разбавителя. Чуть-чуть. Берем среднюю кисточку, да, берем много желтого, каплю зеленого. Получается вот такой цвет, он уже ближе к цвету зелени, ну как бы к нам привычный, да, более. Вот такой весенний цвет. Да. Очень много желтого, зеленого чуть-чуть, прям на волосочке, чтобы получился такой вот цвет лайм, салатовый. Ну, нормально, пускай вот такой будет, да. Потом еще светлее. Да. Так, и затем, смотрите, светлые листочки прямо по тому, что у меня есть. Только аккуратненько, так с душой, ладно, что называется, с душой. Не просто проводим, а вот именно мы их вот так вот красиво там располагаем. Вот. Одним глазком, вот тут внимательно надо с образцом, да, одним глазком смотрю на образец, а что там, и примерно в те места, как там, добавляю вот этот светленький, зелененький. А где-то можно листочек написать просто, не обращая, без темной подложки, не обращая внимания, просто написать и все, листик. Потом мы напишем вазочку и еще немножко листочков сверху добавим. Вот. Оживает, правда, зелень? Смотрите, да? Оживает? Да, уже прямо вот гораздо интересней. Как только светленькие у нас листочки стали появляться, зелень сразу становится более живой, более натуральной. Повеселее уже, да, выглядит все это дело. Да. В основном стараемся вот сюда, внутрь, да, внутрь букетика. Много желтого, чуть-чуть совсем зеленого прямо на кончике кисточки и оживляем зелень. Ну, не переборщить, да, тоже с этой светлой зеленью, чтобы она как бы не очень-то чтобы не перебила она вот темную зелень, да.
Ну, где-то можно и помельче формы какие-то делать, не обязательно такие круглые. Вот, да, и теперь оживляем. Светлыми листочками темнушечку. Какие-то листочки можно оттуда срисовать, какие-то можно не срисовывать, самим додумать. Да можно, да, да, держите, кому? Вдавливайте сами, берите, вдавливайте. Все выдавили, да, желтую, еще надо, да, вот именно так и надо. То есть посветлее, там где-то, сейчас мы немножко напишем, попишем вазу, и немножко еще светленьких листочков сюда положим, вот таких самых светлых, красивых. Так, значит, вазочку, да, надо. Вазочка, тут ничего не придумаешь, как помыть кисточку. И вот этим темным цветом, вот прямо ее вот так и написать. Тио Индиго. Кисточку среднюю, наверное. Вот так. Тут самое главное не потерять вот эти плечики, не потерять форму. Да, не потерять форму. Не потерять вот эту полосочку. Полосочку пока не закрашиваем. Пока закрашиваем только вазу, и то с левой, с теневой стороны. С правой она будет чуть-чуть другая. Тут есть зеленца. Вот если видите, зеленца некая. Помним, что донышко делаем обязательно кругленьким. Почему-то часто рисуют изогнутую полоску, а вот донышко и горлышко рисуют прямую линию. Такую ошибку мы же не будем с вами делать, да? Мы сразу нарисуем изогнутую. Изогнутое горлышко, изогнутое донышко. У меня такая чуть другая форма получилась вазы, ну ничего, пускай будет. Он Тио Индиго, он такой темно-синий цвет. Вообще-то темно-синий. Полосочку не закрашивайте, и даже и так поточнее ее хорошо бы обвести. Вот. Ну, коль уж мы разговорились про вот эту тень, значит, можно ее вот так. Посмотрите правила нанесения тени, да, горизонтально по горизонтальной
плоскости. Чего, бабочка? Тио индиго, да? Да, тио индиго. Вот здесь чуть-чуть другой зеленый. При смешивании вот чуть другой, да, цвет. Это изумруд. При смешивании с желтым он дает чуть более яркие цвета. Можно желтый с зеленым тоже ярко, но чтобы чуть так более, еще более ярко было. Можно использовать, можно не использовать. Вот этот вот изумруд, цвет изумруд. Вот. Так, ждать надо, да, еще не закрасили вазочку? Ага, хорошо, жду. Жду. Пойдет. Пока нет, да, пойдет, не волнуйтесь. Конечно, можно без проблем. Только бы ее еще найти. Сейчас. Подождите, изумруд пока не используем, ладно? Пока не используем. Тио индиго надо, девушек. Так, еще тио индиго. Тио индиго, скажи, принесли, чтобы было. Давайте закрашиваем все вазочки, да, чтобы нам с вами идти в ногу. Вот тут все темным заделываем, темным задел. Прям не смотрите на эту. Возьмите чуть-чуть, вот оставьте себе вот так чуть-чуть тут. А принесли, да, дали, нет? Индиго. Сейчас, держите. А вот он, есть же у меня. Да, давайте в другое место. Что? Пока оставляем, ничего не делаем. Просто оставим пока. Мы сейчас будем с ней заниматься, с этой полоской. Потоньше я ее немножечко сделаю, как на картинке, чтобы она у нас похожа была. А вот с этого бока, да, вот здесь вот, вазочка чуть зеленоватого цвета, то есть на нее падает отражение от листочка. Значит, мы возьмем немножко зелененького, даже можно светленького на кисточку, и вот сюда, вот на этот бочок, чуть-чуть его вот сюда растушуем. То есть у нас не просто вот так, да, чуть другой цвет получился с этой стороны. И вот здесь можно немножко вот этой зеленцы добавить. Она будет живее, вазочка, смотреться. Хорошо? Значит, вот сюда добавляем чуть зеленцы. Сюда и сюда. И немножко вот так по форме вазы растушевываем.
Поставили сюда зеленый, да, цвет, вот сюда. Ну, наверное, все уже вазочку закрасили, да? По-моему, кисточки, если у кого-то уже свободная минутка появилась, лучше заранее подготовить кисточки почище. Если вдруг уже, ну, как бы разбавитель, вот он, да, не хочется уже его использовать больше, значит, выливаем в салфеточку, вытираем, протираем крышечку, выбрасываем крышечку. Эту крышечку не выбрасываем, салфеточку выбрасываем, да, и наливаем чистенький разбавитель. Если есть минутка, можно немножко наладить наши приборы и материалы. Тень вот этим же, как ваза. Немножко, несколько штришочков пока. Там мы потом будем нижнюю часть ну, там, прорабатывать более детально. А сейчас пока просто несколько штришочков, чтобы как бы, ну, это все цельно, более цельно выглядело, более цельно сразу уже идея была более цельная. Вот это надо, наверное, тоже туда чернить, а потом сюда наверх накладывать листочки, чтобы они уже прорисовывались, да? То есть вот здесь где-то будет это, а сюда вот сейчас будем листочки прорисовывать. Да. У вас немножечко ушла, да, ушла вот эта поднялась, значит, ее надо немножко вот тут подкорректировать. Давайте ее подкорректируйте, пока не поздно, еще можно. Давайте. Если я вижу, что у меня чуть-чуть так вот, да, на одном уровне же должна быть полосочка-то у нас. Здесь чуть-чуть добавить. Еще будете сейчас, когда полосочку писать, тоже еще повнимательнее, тоже можно еще. Так, ну чего? Полоска самая интересная вообще часть нашей картины, на мой взгляд. Ну, конечно, кроме роз, роза тоже интересно. Вот. Какие там цвета у нас читаются в розах, в цвете золота, извините, в цвете золота? Желтый это да, но это уже потом. Вначале какой-то зеленоватый даже, вот, да? Значит, вот наша полосочка. Вот наша полосочка. Вначале тень. Тень. Вот здесь будет блик, самое яркое место вот здесь будет. Значит, идет темная часть, какая-то коричневатая, может быть, даже зеленоватая, с зеленцой. Так. Потом, сейчас все расскажу еще поэтапно, как бы все еще будет. Не волнуйтесь, можете расслабиться, спокойно посмотреть. Вот. Потом какой-то, мне очень нравится в золоте, когда присутствует такой вот теплый, рыжеватый. Вот. Видите, как делаю? Вертикальными мазками в
вписывая, потом подровняем, вписывая один цвет в другой. Так, мне нужно что-нибудь пока палитру, сейчас я вам выдавлю, ладно? Так. Затем золото очень любит вот такие. Так. И золото очень любит какие-нибудь вот такие. Когда это все как бы перетирается, так вот, ставится блечочек вот такой яркий. Ну и вот, если все это вместе, да, похож на свечение получается, да? Похож на свечение? Вот я близко смотрю, мне не видно. Если я сейчас отойду в сторону, я увижу, что там, да, есть свечение. Значит, понятно, да, что мы сейчас делаем? У нас бличок, только пометим себе место, где будет блик. Самое яркое место где-то вот здесь, да? Значит, берем вначале тоненькую кисточку, во-первых, тоненькую кисточку, не теряем вот эту полоску, тут просто аккуратненько надо. Значит, ну, коричневый, немножко зелененького, что-нибудь так. И вот такие вот вертикальки рисую, начинаю закрашивать эту полосу. Ну, так, чтобы отличалось. Коричневое, значит, можно чуть-чуть оранжевый, чуть-чуть зеленый какой-то такой цвет. Бурый, коричневый, что-нибудь так. Вот. Вот такой. Сейчас я... Ну, там в зелень чуть-чуть, а у нас такое более теплое будет золото. Вот. И не спеша вот эту полосочку, как стежочками при вышивке, так вот кисточкой, вертикальными движениями закрашиваю. С двух сторон, но с этой будет как бы больше всяких цветов, тут меньше, да, потому что у нас сдвинут блик. Если бы у нас посередине, мы бы одинаково шли. Вертикальками. Такими вертикальками. Может быть, широкую даже кисточку лучше взять. Смотрите, какую удобнее. Ой, извините, пожалуйста. Да, извините. Затем после коричневого какой пойдет у нас? Давайте немножко оранжевенького, желтенького туда, да, добавим. Чуть капельку, значит, обмакнем, помоем кисточку, да, чуть больше оранжевого, чуть больше желтого. Такой цвет посолнечней будет вот сюда. Немножко накладываю на предыдущий, да, немножко накладываю, а потом уже вот так вот. Немножко можно охрочки. Охры помним, да, какой цвет? Такой цвет песка.
Так. Желтый с белым. Такой несколько мазочков, прямо желтый с беленьким нужен. Тоже вот сюда, в самую светлую часть вазы. Вот. И белый блечок посередине, да? И все. И таким образом вот наша золотой ободочек наш, да? Вот таким образом получается. Ну, если все правильно сделали, то у вас тоже так должно получиться. Немножко подравняю. Помню, что закругляться должно, да, ободочек. Подчиняется тем же законам, что и вся ваза. Немножко белым с желтым обязательно. И потом белым, да. Несколько мазков прям белым. Вот. Угнали чуть-чуть, дайте подправку. Что? Немножко кривовато, хочется подправить. Можно я подправлю? Рисуночек немножко скривился. Когда близко сидишь, не видишь, а стоит немножко отойти. Вот, наверное, заметили, я все время отхожу в сторону. Чтобы увидеть все в целом, чтобы увидеть картину в целом. Не отвлекаться на детали. Тоже, если возможность, встаньте или отойдите в сторону. У нас тут есть возможность отходить, отставлять картину, чувствуйте себя свободно. Вот, классно, да, все, немножко хочется сюда оранжевенького. Сейчас чисто кисточкой только надо обязательно кисточку помыть. Вот, да? И немножко самую яркую, блечок в самую яркую часть, так, чтобы засветилось. Потому что свет не падает везде, он таким бликом падает куда-то в одну, вот, да? Вот, а заодно мы что еще с вами должны сделать? Пожалуйста. Давайте. Не, очень. Переход классный. Смотрите, какая классная окантовочка, да, получилась? Да. Ну вот. Чуть-чуть, да, тут хочется немножечко. Полосочка будет сужаться, да, чем дальше от нас она чуть-чуть будет сужаться, значит, ее можно чуть-чуть туда сузить. Все, что дальше от нас, все уменьшается. Значит, и полосочку можно было чуть-чуть сузить.
Вот. Чуть более плавно размывайте вот эти края между бликом и тенью, полусветом, да. Чуть, вот тоже классно, смотрите, как здорово светится. Вот так, если уж придираться, да, хочется немножко сюда желтенького. Он золото любит желтый. Он сразу, видите как? И чуть более плавно размыть. То есть пройтись кисточкой сюда в одну сторону, в другую. Вот. Размыть. Ну и тут надо тоже подправить чуть-чуть. Подправить. Чем дальше, тем полоска уже. Значит, я ее сужаю. Вот тут же черным мы должны закрасить, да, это место. Тут у нас ничего светлого не будет. Вот. Что мы должны кинуть сейчас? Листочек. А, еще вот что. Ой, больше не красить. Мой дорогой ребенок, остановись. Смотрите, 7 лет, девчушка, какое золото наваяла. Сама, причем я ей ничего не подсказывала. Все, больше не трогай. А то ребята, я знаю, иногда начинают править. У тебя классно, по живописи вообще идеально. Тебе надо вот это вот уменьшать, вот так вот. Вот, и она у тебя должна вот немножко такую вот форму, да, и вот здесь вот так. И как бы вот она у тебя должна более загибаться, и вот здесь вот загибаться. В общем, вот это надо помнить. Так, ну как писать золото? Всем понравилось? У всех классное золото. Дай чуть-чуть потрогаю. Значит, все светится, видите? Супер, конечно. И тоже вот золото любит желтенький. Значит, вот сюда немножко больше и плавнее, и плавнее. Все то же самое, только чуть-чуть поплавнее, и все. Вот так. Более мягко размывать, более мягко. Дайте, полюбуемся со стороны. О, вообще. Вау. Переливается полоска. Так, смотрите, что еще мы должны. Давайте также и на горлышке сделаем, да, и на донышке. Но мы так вот попроще немножко, знаете, как попроще сейчас немножко упростим. Но можно также, вот уже поняли, да, какие цвета. Можно также, но так я попроще немножко. Так, убираю, это не нужно. Так, значит, здесь у нас вот какой-то такой моментик оранжевым взяла, сделала, и вот здесь вот провела. А потом самый яркий бличок, белый с желтым, перемешаю. И вот где он тут должен быть-то у нас? Вот здесь вот раз, да, и поставлю сюда. Сюда бличочек, сюда бличочек. Вот. А еще тут есть такая интересная подробность, как бы вот эта полосочка, она не одинарная, а увидели, да, что через расстояние тут идет такая еще тоненькая, да, есть, только она там, где свет, ее видно только там, где свет, вот тоненько, где, ну, как отпечаталось, так отпечаталось, вот, вот. Да, нет, оранжевым провела, на ней блик. Оранжевым провела, на ней блик. Ну не по всему, вот. Тут же мало, вот это место. Только зачем по всему? По всему не надо. Только туда, куда надо. Вот так это делается.
Ну, на донышке, если есть, вам бы блик пораньше, поярче еще бы поставить. Возьмите еще желтенького немножко сюда, вот. Я имею в виду, тут горлышко у меня Ну, закрашено. закрашенным можно здесь вот блеснуть что-нибудь. И здесь поярче блик. Бличок поярче ставьте, он сразу будет добрую службу вам сыграет, увидите. Все, ничего тут сложного нету. Все очень легко. Так. Вот эту полосу сильно не растягиваем. Ладно, ее тут она тут чуть-чуть где-то вот заблестела и пропала. Вот. Заблестела и пропала. Ну, для того, чтобы увидеть, надо отойти, да? Отхожу специально подальше, но что, мне моя вас нравится. Единственное, что не хватило здесь... Ой, что не хватило? Бликов. Бликов. Цвет ее вот здесь, вот, который прошла внизу. Белый с желтым, да. Белый с желтым. Можно капелечку оранжевенького туда. Чего страшного? Ничего не страшного. В живописи маслом ничего страшного нет. Все можно переправить 10 раз. Вот, поэтому не волнуйтесь, спокойно рисуйте, пишите. Так, ну ладно. А, значит, у нас тут блики с вами есть. Да? Блики каким цветом делаем? Каким блики делаем цветом? Белым, конечно. Берем белый. Тут надо постараться почувствовать форму, да, тут такая выпуклая, кругленькая она в этом месте. Значит, где у нас тут? Тут бличок, тут бличок. Можно его даже вот так вот размазать. И вот тут бличок. По форме, да, желательно по форме. Лишку подразмазал, сейчас я его закрашу. У нас такой попроще донышко, здесь, соответственно, будет и блик другой. Просто такой вот положим. Так. Так, ну ладно, хватит с вазой. Все хорошо, вы делаете, только вот это вот надо все темным закрасить, там, а поверху уже листочки. Да? Ой, какие вазочки вообще просто. Под вазой, пожалуйста, поставьте тень, да, под вазой. Тут уже у вас не сольется, у нас же там полосочка проведена, да, такая белая с желтым. Под вазой, пожалуйста, поставьте тенюшечку, чтобы предмет хорошо стоял на поверхности стола. Так, вот так.
Так. Как состояние, настроение? Когда уже начинает что-то получаться и вырисовываться, да, сразу уже и настроение другое. Так. А если мы чуть-чуть такой медный, ну, может быть, оставим. Если хотите, можно оставить, если хотите, можно чуть-чуть вот это местечко. Вот. Чуть-чуть. Плечок такой. Вот. Чуть больше загорелось. Да? Чтобы чуть больше загорелось, чуть беленького больше. Да, вот цвета все классно нанесла, но немножко их не подружила. Да? Цвета еще надо подружить обязательно. И желтенького обязательно хочется добавить. Беру и так мягко вписываю один цвет в другой. Если вот здесь полосочка светится, то она, вот эта большая полоса светится, то и тоненькая светится, а маленькая тоже она по тем же законам. Она тут, значит, раз это тут не светится, значит, и это тут не будет светиться. Прям можно по белым, вот самый блик, самый яркий, можно прям вообще белым, просто белым его поставить. И все. А здесь будет немножко бачок. Так, сейчас нет что. Ну как, пока так все понятно. Несложно. Мне кажется, вообще легко, да? Вот так их. И почему прямо? Вот это правильно, вот это правильно, вот это идет сюда, вот это тоже пойдет сюда. Все у тебя закругляется. Она же круглая, значит, этот поясочек, он тоже будет закругляться. У тебя на талии закругляется поясочек, и у вазочки тоже закругляется поясочек. Так. Случайно получилось. Случайно. Хотите, вот могу чуть. Кстати, очень хорошо получилось. Да. Хотите? Ну, просто, да, конечно, показать горизонталь надо, что горизонтальная плоскость, да, то есть вот такими движениями растащить эту краску сюда, вот так. Ну, что про тень еще можно сказать? Тень около предмета очень плотная и такая яркая. Подальше она растуманивается, поэтому подальше ее можно так вот немножко растереть, но потом, когда стол мы будем делать, мы к этому еще вернемся. Так, мне бы хотелось еще написать вот эту веточку. Вот эту вот веточку, мы же не зря вазу писали, чтобы на нее веточку кинуть вот здесь вот, да? Значит, мы берем маленькую кисточку, берем много желтой, прямо много разбавитель туда добавляем. И прям на одном волосочке изумруд. Изумруд. Тот, который я вам, да. Вот. Получается вот такой яркий-яркий. Смотрите, какой. О, какой. Яркий-яркий зелень. Да. Проводим. Значит, определяемся, где у нас листочек вот этот будет. Вот он у нас. Вот. Тоненько. Веточку. Сюда листочек.
И где-то чуть-чуть еще сюда вот этого изумрудика тоже. Там в цвет веточек, в цвет. Вот. Ну, там посмотрите самые яркие места, тоже можно вот. Где-то сюда чуть-чуть добавить яркости. И хватит. Сделали изумрудно зелененький? Значит, провалился, потому что взяли много разбавителей. Сделайте густую, она сразу ляжет. Вообще не рисует. Нет, вот, давайте еще разочек, да. Должен хорошо ложиться вот такой. Цвет должен очень хорошо туда вот, смотри. О, вот где-то там яркость эту, да? Давайте. Значит, разбавитель чуть-чуть. Сейчас, как не рисуется, вот. Нарисовали и сразу вытираете, новый берем. Вот. Ну, нам много-то его не надо, там чуть-чуть где-то добавили. Густеньким, вот густым. Густой хорошо накладывается, вот видите? Вот. Держите. Густой хорошо. Во, пошло. Вот. Во. Устала? Да. Ну, иди походи, конечно. Мы сейчас перерыв будет у нас. Немножко чуть другим цветом, да? Ну, хватит. Да. То есть вот он яркий, самый светлый, да, из всей зелени, вот он самый светлый вот этот. Давайте, вот что, сейчас немножко рекламы, что мы будем делать в следующий раз. В ближайшую пятницу мы пишем вот такую картину. Мастер-класс с часу до 6. 5-часовой мастер-класс. Лес, порисуем сосны, березки, зелень, елочки. Такой мастер-класс, обучающий по деревьям. Ну и в пейзаже, там озеро, тропинку, все расскажу, как делается. Обычно бывает мало народу, поэтому занятия получаются индивидуальные. Будет возможность всем уделить внимание. Обычно так 5 часов вот это оптимальное время, чтобы написать вот такую серьезную картину вот такого формата. Вот, теперь 30 апреля, в следующее воскресенье, побережье. Ну, уже много мы делали всяких разных картин на тему побережья, Средиземноморья. И снова у нас побережье, арка, античная ваза, туи, гора, цветы. Естественно, не прорисовывая, а такими общими цветовыми массами цветными. Расскажу, как это делать, ступеньки. Будем все строить, лепить, рисовать архитектуру. На мой взгляд, очень интересная и несложная картина. Всех жду в воскресенье, 30 апреля. Сейчас давайте прервемся, сделаем перерыв на 15 минут.
Продолжаем. Как настроение? Как вы отдохнули? Посмотрели свежим взглядом на свои картины, как они вообще вам выглядят? Да, уже какие-то другие, да, немножко? Когда свежие... Уже получше стали? Свежим глазом посмотришь, и совсем по-другому, да, уже кажется. Так, ну чего, как думаете, что дальше-то мы будем делать? Уже надо к розам нам, да, подбираться. Время-то уже у нас идет. Не так много времени остается. Давайте будем потихонечку подбираться к розочкам. Ну, напишем вот эту вот дальнюю. Ну, соберутся потихонечку. Вот. Значит, бордовый цвет, да, у нас тут такой яркий розовый. В общем, цветочек отвернулся в сторону. Я взяла немножко разбавителя, взяла немножко бордовой краски на щетинку, на кисточку щетинка. На кисточку щетинка. И нарисовала, ну, тут просто, да, похоже на такое какое-то бордовое пятно. Бордовое, да, бордовое, капельку разбавителя. Вот. Да. Вот. И от чего хочется предостеречь, иногда почему-то рисуя цветы, вот в повороте бутон, да, рисуют вот такую форму. Ну, тут как бы он таким вот половинка, да, а здесь вот очень так вот срезают ровно слишком. Получается такой, ну, слишком простая какая-то форма, да, на розу точно не похоже. Там же более сложная форма вот этого контура, да, тут как-то какие-то вот такие вот, что-нибудь вот так, да, хоть она и отвернулась, а все равно вот эти лепесточки, они, краешек сложный, лепесточки придают краешку сложную форму, да, краешку сложную форму. Вот, посмотрим на образец, что-нибудь оттуда чуть-чуть так посмотрим, да, срисуем чуть-чуть, может быть, средненькую возьмите. Вот. Вот. Так. И у нас здесь такой красивый розовый отблеск. Каким цветом? Большой вот этот цветок не делаем. То есть, ну, представьте себе 5-рублевую монетку, вот чуть побольше 5-рублевой монетки, не размахиваем ее очень сильно, ладно, а то она очень внимание возьмет много на себя. Так, и затем вымыла большую кисточку, взяла розовую краску, розовую, вот этот пинк наш красивый, туда беленького примешала, получился очень такой, смотрите, какой необыкновенный, да, красивый цвет. Вот такой. Вот, взяла и вот это вот оторвитесь, пожалуйста, посмотрите. Значит, взяла и вот так вот немножечко протянула, как бы получился лепесточек, да? Вот так. А можно кисточку поменьше? Вот так получилось. Да, и эта розочка повернутая, да, она так завуалирована листочками. Нет, как же, конечно, белый с бордовым, да. И листочками, немножко, посмотрим на образец, немножко листочками, да, за листочками, вот этот бутон, он за листьями. То есть я поверх еще листиков сюда добавлю. Дайте-ка. Вот это все надо заделать, да, оно же никуда не денется. Так вот, как-то вот. Сейчас. Полусухой. Какой-то такой моментик. И сюда листочки. Ой. Закрасим, да? Да, и туда листочки вот так вот, чтобы образец, вот смотрите на него все время. То есть тут листиками закрашено.
туда листочечков, да, чтобы цветочек оказался внутри листиков. Да, зеленые, светло-зеленые. Чем больше их листочками закрасить, тем лучше. Ну, вот как-то так. Белый был бордовый, и по бордовому провела мазок, да, сделала розовым цветом. И еще проведите посветлее по нему. Угу. Где-то один лепесточек по нему посветлее. И закрасим листочками. Наносим листочки прямо вот сюда. Ну, там он в зелени как бы утопился. Ну и хорошо. Ага, вот так, вот так. Так. Беленького больше, чуть лохматая кисточка. Сейчас. Чуть-чуть вот так. Вот так. И обязательно сейчас быстренько накидайте туда листиков. Сразу Вот, же, да? вот, да, вот туда. Сразу же, да, чтобы он ушел туда в листья. В листья. Этот бутон там сидит в листиках. Листики темненькие, вот прям смелее их так раз, как бы завуалировали немножко. Вот. Ну и туда он ушел так. Спасибо. Пожалуйста. Угу. О, классно. Супер. Угу. Следующий цветочек, вот он вообще такой непонятный. Завуалировали листиками. Следующий вообще непонятный бутончик. Куда-то отвернулся. Цвет какой? Розовый. Плюс немножко, ой, чистая кисточка надо, да? Значит, немножко оранжевенького. Какой-то такой даже грязноватенький цвет. То есть он там в тени, этот цветочек. Тоже большой не делаем. Чуть больше 5-копеечной монеты. Вспоминаем про... Потому что хочется все время размер больше, больше, больше. Теряешься и потом забываешь вообще. Так, значит, цвет. Взяла немножко розового, немножко оранжевого. И написала такую вот неопределенную какую-то форму. У меня, наверное, даже большеват. Чуть можно его меньше делать. Чуть-чуть. А то будет очень на себя внимание сильно привлекать, а он такой вот какой-то бесформенный несколько. Так. Вот какая-то такая вот штучечка. Оранжевый, да, говорили? А, можно так, да, можно так. Ну, какой-то туда отвернулся. Кому оранжевый? Уже выдавили, нет? Вот сюда вот. Ага, спасибо. Чуть больше разбавителя берите, вам будет легче. Чуть тоже слишком густо не пишем. Разбавитель, так вот он. Мы же... в тарелочке. Угу. Я бы что сделала? Там непонятно, там этого нет. Я бы взяла такой белый какой-нибудь, бело-розовый какой-нибудь цвет, и сюда вот так вот
какой-нибудь лепесточек вот так вот бы сюда, наверное, чтобы было больше. Вот так. Вот. Вот что-нибудь вот так. Вот так уже больше похоже все-таки на цветок. И опять же немножко сюда листочков на него. Он опять же там далеко. Внутри букета. Ну так, даже больше не трогаем, он так поддерживает немножко всю композицию, ну и хорошо. Какой-нибудь там более светлым, может быть, какой-то изгиб, какой-то там моментик. Красота получается. Ну вот, видите, как классно. Супер. Сейчас чуть-чуть уточнила форму. Хорошо. Так, ну ничего, идем дальше. Вот здесь бутончик, смотрите, какой классный. Давайте его напишем. Так, берем розовый, вот этот пинк, прям можно даже с капелькой белого. Да. И вот форму не потерять, да, где он у нас, во-первых, тут находится, да, вот такой вот делаем с белым, получается, чуть-чуть беленького. Вот этот бутончик, вот бутончик нашли, вот, вот он. А еще рядом вот этот темный. Ну, это я не знаю, вот я вот так сделала. Так, а внутри красненький нам выдавили, да? Красный, кадмий красный светлый, нет? Можно красненького, да, давайте вот так выдавили. О. Туда внутрь вот этого бутончика, вот этот красненький сразу розовый заиграет. Ты ближе к зелени, тебе же надо, чтобы у тебя зелень накладывалась на цветочки, да? Ближе к зелени. И крупные цветы не пишите. Когда крупные, чем крупнее пишем, тем нужно больше будет прорисовывать, а мы не всегда знаем как, да, поэтому лучше некоторые детали писать мелкими. Так, сюда немножко красненького. Вот этот бутончик. И видим, где там белым, да, белым внизу. Да. Вот здесь он где-то, да, внизу таким вот беленьким.
То есть там не просто белый, да, тут еще, во-первых, он сужается, такой вначале широкий, потом сужается. Форму тоже ловим, да, он такой морковкой сделанный. И очень крупный. Смотрите, все-таки соизмеряйте, пожалуйста. Ну и ну, не надо. Вот. Вот. Ну, в любом случае, вот должна быть же форма правильная. Вот говорю, на больших сложно удержать форму правильно. Немножко зеленцы. Так, все. Вот это очень много, да, одинакового, конечно, надо. Как-нибудь хотя бы чуть-чуть какой-то. Какие-то, чуть-чуть какие-то листочки. Не спешите, мы идем пошагово вместе, не спешите. Так, давайте дальше. Хороший бутон. Бутончик очень красивый. Только вы его немножко, он у розочки вот так вот, да, идет. Вот так вот, а тут вот поширше. А тут вот так вот. Вот. Тут такая трубочка. И она такая вот что-то вот такое, да? А здесь такие делаем, вот они листочки тоже украсят, да? А здесь немножечко все-таки хочется какой-то лепесточек дать сюда. Хотя бы просто намекнуть, что там цветочек. Да, вот как-то так. Угу. Так, классно. Идем дальше, да? Дальше. Берем вот этот цветочек, вот этот вот основной наш. Ну, как бы три основных, один из основных вот этот вот. Берем розовый, вот этот розовый с белым цвет смешиваю. И наношу пока только на бутон, на темную его часть. Вот так. Да. С разбавителем обязательно, да. И здесь вот тоже. Тут что-то больше красного, да, наверное. Чуть-чуть красненького побольше. Цвет чуть меняю. Форма бутончиков, да, как же они будут узнаваться, розы, если мы сделаем не такую форму. То есть они такие вот рюмочками, да, рюмочками. Этому надо внимание уделить, это тоже важно. Чуть больше разбавителя, сюда вот красненького, розовенький, красненький. Видите, какой цвет получается красивый.
Это светло очень, нам нужно теневой цвет, иначе не будет белый видно на нем. Прям вот как я делаю, так и делайте. Если говорю черным закрасить, значит черным закрашиваем. И светлая часть, смотрите, не белая пока, не белая, какая-то розоватенькая, светленькая. Потом уже заключительные маски финальные будут белые. Ну, белый, каплю красненького можно, такое что-то. То есть нужных эффектов не сходу, а постепенно добиваемся. Вот, ну как бы такую подложку вначале делаем. Не спешим пока уже прям сразу выписывать цветочки. Щетинку, наверное, вот эту возьмите, вам будет легче, вот эту кисточку. Нет, свою. Свою. Мою, к сожалению, не могу я вам отдать. Нарисовали, да, вот этим розочком основу, да, такую основу. Вот эти надо краешки, все красиво смотрится, чуть-чуть хочется. А и вот тут вообще нет цветка. Смотри, вот это у тебя вот это. Да, я знаю, я его, может, как-то в один рисовать. Фон убрать, значит, нужно развести вот это оранжевый с белым, да, как мы делали фон с охром, туда вообще фон, да, убрать фон. Вот. Давайте сейчас, пока у нас немножко подсохнет, это должно как бы разбавитель схватиться, потом дальше пойдем. Вот. А у нас
основа для вот этого большого цветочка, смотрите, такая же, вот для него основа, вот она. Вот для него основа, вот такого цвета, как фон примерно. Значит, мы вот ее и делаем вот таким каким-то. Пока будет схватываться, мы те цветочки нарисуем. Вот так к центру, к центру. Вот. И пока вот тут все, пока больше не рисуйте. Вот так. Такой он красиво получился, хорошо. Получается, я фон никакого не доделала. Светлее, светлее сделайте краску, белую туда добавьте и сделайте вот эти листочки. Надо дописать, доделать. Так, и белый с розовым сделаем. Давайте белый с вот этим, прям бледный-бледный, смотрите, какой нежный вот этот цвет, да, прям такой необыкновенно нежный. Много белого, немножечко розоватенького, чистой кисточкой. Много белого, Да, чистой кисточкой. То есть вот лепесточки вот эти вот, они меньшим радиусом, да, вот сюда, поменьше радиус. То есть махровистость такая некая появляется. Вот так тоже опять же к центру. Можно еще было светлее делать. Вот так к центру, к центру. Вот. Ну и центр цветочка, он такой немножко темноватенький, вот так его каким-нибудь темненьким. Так. Вначале подложку желтенький, потом сверху розовенький по нему. Потемнее можно было бы. Она намного темнее, вот эта вот часть, конечно, намного потемнее. Какой-нибудь, не теряйтесь. Потемнее, каким цветом будет? Сейчас. Коричневый. Попробуйте вот таким, но только в форме лепесточков, ладно? Вот в форме лепесточков, не просто кружочка, в форме лепесточков, вот каким-то таким. Каким-то таким. Значит, идея в чем? Там желтенькая подложечка, потом идет следующий как бы ярус этих вот, да? Следующий ярус. Чтобы махра была у нас, махра. Вот желтый как делаем? Сразу уже подложки все сделаем, потом будем прописывать. Так, да, желтый нужен. Желтого чуть не вижу. Ну, сейчас. Вы лучше сделаете таким образом. Вы лучше сделаете, вот, чтобы лепесточки получались. Вот, лепесточки, чтобы получались. Чуть больше разбавителя. Желтую краску.
Иди, давай, выдавливай. Хорошо, желтый, да. Наверное, не ожидали, да, что такие у нас классные букеты получатся. Ну, давайте, пока он выдавливает желтый, можно брать маленькую кисточку. Да, тоненькую, самую тоненькую кисточку. Белую. А можно спросить, вот этот центр этого розового цвета, там какой цвет? Желтый или какой? Вот примерно как фон, вот такой. Да. Чуть, может быть, пожелтее. Все, и дальше вот эти белые пятнышки, те, которые у нас на образце, тут прямо внимательно, лучше всего их срисовать с образца. Ну, то есть, что тут у нас идет? Вот этот вот, да, лепесточек. А такими штришочками. Белая будет хорошо ложиться, краска. Штришочечками. Прямо срисовываем оттуда. Вот, значит, лепесточек лучше заштриховывать от края к центру. Не все же заштриховываем, а в нужное место, да, по картиночке. Так, ну вот такая штучка получается. Немножко ее вот так вот можно растушевать. А где-то чуть темненького, да, хочешь, значит, чуть темненького надо будет добавить в нужное. Вот оно, да, чуть темнушечко вот здесь вот. Так. Берем образец. Вот образец, да, берем, значит, белую краску. В нужное место кладем белую краску. Вот, допустим, на этом лепесточке. Значит, сюда положили, немножко подразмазали. Примерно, не уж прям идеально. Дальше, что у нас тут вот мы видим? Какие-то вот такие вот движения. Тут вот белое вокруг этого лепесточка проходит, да, и немножко сюда вот так подразмазано. Ну, в общем, что вы там видите, то мы и рисуем. Здесь вот побелее, побелее. Чуть-чуть. Ну, классная роза получилась, молодец. Прям вот, конечно, вот прям она читается. Ну, немножко можно ее вот, да, вот так вот еще, чуть-чуть. Ну, продолжаем, в общем, тоже. Получается, белым только эту же не надо, да? Эту надо, да. Эту тоже вот так вот. Ну, что там у нас, серединочка, да, вот такая вот. Вот тут вот лепесточек такой проходит.
Можно какие-то лепесточки от себя немножко добавлять. Так, вот этот цветочек, да, тоже внимательно. Тут есть белые моментики, краешки лепесточков беленькие. Вот они. Вот тут вот, да. Вот этот очень белый, да, лепесток. Сделаем его вот таким образом. Сейчас чуть-чуть закрасить. Фон. И вот эти вот, когда, ну тут легко, смотрите как, прямо вот так по как бы, ну да, по контуру цветочка вот тут такие вот, да, лепесточки. Вот они там, внутрь, да, все внутрь туда уходят. Ну и здесь вот можно, чтобы не выделялось, немножко что-нибудь обвести так вот. Да. И как делаем вот эти вот тычиночки? У нас там много темного на палитре, много всяких темных. Да? Беру обратную сторону маленькой кисточки, обратную сторону, не той, которую рисую, а деревяшку. И вот такими точечками. Темная, любая темная, вот коричневая, синяя, вот это черная, зеленая. Вот. А то, если кисточкой, может получиться очень такие точки слишком выразительные. А нам надо именно вот такие мелкие-мелкие
тычиночки сделать. Сейчас я посмотрю. Давайте, чего не пишется? Дайте-ка. Дайте. Так. Так. Значит, что получается? Море хорошо. Ну и цветы получатся. Цветы получатся. Все получится. Правильно, как говорится, соседа лучше. Кисточки.
так. Так, и здесь немножко хочется подправить. Так. Так, значит, еще можно вот беленькие лепесточки как делать? Пальцем. Берем на палец немножко беленького, немножко, и вот так, опа, и получается вот такой лепесточек. Ну, какой цветочек получился. Вот здесь надо листочки сделать, да, побольше. Вот какие такие моментики. Да? Пожалуйста. Так, сделала в начале этот, да? Сделала. Теперь ты делаешь светлым розовым. Вот прям может даже выйти. Вот так. Светлым розовым. Белый с вот этим. Вот внутри. Вот такое будет. Это очень сильно тут вот так вот сделаешь. Так, теперь потом ты берешь какой-то темненький, ой, не тот цвет. Ну, как вот так, да? Растерла. А теперь прям берешь вот и вот такие вот. Такие вот туда. То есть там же розочка, да, там много таких вот моментиков. Вот. Потом берешь и вот такие вот делаешь тычиночки. Да, могу сейчас. Так, упорно сделали декоративную ромашку. Декоративную ромашку. Упорно делаем декоративную ромашку. Так, что мы с ней сделаем, с декоративной ромашкой? Так. Во-первых, вот этих немножко хочется посветлее сюда, вот таких вот моментиков. Вот таких. Чуть-чуть, вот может быть, лепесточек сюда. Так, раз. И сюда. И сюда немножко. Так. Форма-то бутончика рюмочкой, да, рюмочкой. То есть она должна у нас угадываться. Это формочка. Так.
Вот такой. Это красиво, спасибо. Пожалуйста. Так. Чего можно? Центральную поправить. Значит, мы должны... Тут почти все вы сделали правильно. Вот если смотрели внимательно, вот здесь вот немножко потемнее надо. Вот так вот. Этот лепесточек. Вот он, темный. Затемнить. Сюда его вот так вот притянуть. Так, а потом вот эти белые наши моментики не забыть. Да? Вот так. Да. Слушаю. Рисуем, пишем. А золото по тому же принципу делаем всегда от темного. Теневая часть в тени, да, какие-то коричневые, зеленоватые. Вот. На свету желтые, яркие, получается эффект золота. В принципе, у нас бывают разные натюрморты и вообще разные картины в школе креатива. Совершенно разные. Смотрите расписание, да, бывают натюрморты с золотыми предметами. Очень интересные картины. Вот недавно у нас был 5-часовой, там рюмка была интересная такая. У нас, я веду не только 3-часовые, но и 5-часовые занятия, которые вот бывают по пятницам. Теперь они такие более подробные, на них больше времени, более такое занятие, более емкое, более индивидуальное. Так, ну чего, давайте желтеньким, да? А желтый с белым, да, Маша? Нет, вначале желтым, просто наносим желтым. Целиком? Да, да, только цвет, кисточку надо помыть, цвет, чтобы такой чистенький был, желтенький, ладно? Чистый желтый цвет, красивый такой, не лимонка, ладно? Не лимонка только. С разбавителем, да, конечно. Наносим желтый. Он у нас такой в повороте цветочек, да? Опять же, вот движение, да? Сразу уже в подмалевке как бы характер цветочка стараюсь передать, не просто закрасить, а передать характер цветка. Да. Думаю, да. Мы должны как-то контактами, да, сейчас обменяться? Угу, хорошо. Морс с золотыми элементами. Спокойно причем. Так, значит, сюда лепесточечки.
Вот здесь чуть потемнее, ладно? Вот она. Вот это как бы она закругляется, вот это вот как бы бутончик закругляется. Вот здесь он чуть темнушечку такую имеет, чуть-чуть зеленушечкой можно туда. Вот так погладить кисточкой вот тут вот. Чуть-чуть. И все, пока. Вы все-таки сюда смотрите. Вы ее очень вот так вот хоп свесили. Надо было бы ее немножко вот... Ну пусть так, ладно, пускай так будет. Угу. Поплотнее, да, поплотнее, чтобы не просвечивал вот фон. Хорошо. Александр, вы 10 минут поможете? Да, конечно, да. У меня все очень, ну, как Вы ее забоялись что-то, да? Ага. Чуть-чуть забоялись писать. А можно я вот это тоже чуть-чуть подправлю? Вот такая. Так, теперь здесь. Ну, я бы что сделала? Просто больше сюда вот так, наверное, сюда вот так вот. Движение такое вот, да, лепесточка какого-то сюда вот. Да, здесь чуть-чуть хочется убрать фон, наверное, забрать чуть-чуть в листике вот это. Вот. Так. Вот она вот так вот будет. Вот. Вот она, да? Вот она. У нее. Увидели? Цветочек увидели? Понятно, да, что здесь мы будем это беленьким, да, делать. Вот, а вот здесь чуть-чуть хочется, можно я чуть-чуть тоже мазану? Вот здесь вот хочется какой-то, чуть-чуть какое-то движение, какой-то вот, хотя бы небольшой, какой-то такой. Так. Вот сюда не хватает бутона, вот сюда очень сильно, за счет чего вот здесь очень много, да, или фоном его немножко прикрыть, сделать маленький, или сюда добавить бутон, тогда получится нечетное количество. Я бы вот его немножечко так вот подрезала бы. Так, ну и дальше понятно, да, дальше берем белую красочку и цветочек оживляем. И вот такие вот тут у нас, да, вот они. Серединочка. Ну, там, может, пару движений надо всего сделать. Вот так очень тут ярко, прям белым-белым, вот здесь вот в серединке.
принципе, если она не очень, можно на нее тоже листочков чуть-чуть накинуть. Ну, вот так будет. Чуть пожелтее каким-то коричневым пишите. Коричневым пишите, а нужно желтым, поярче желтым. А то она такая будет коричневая. Хватит уже вот этих вот дополнений, теперь беленьким, да, обязательно беленьким. Вот здесь вот чуть-чуть можно дать, сейчас, рефлекс, а то провалилось, не видно. Вот так. Сюда. Вот так. Ну и все, тут можно уже дальше вот этим белым оживлять. И все, так как хорошо чувствуете. Вот здесь вот цвет хорошо чувствуете. Вот здесь вот больше листочек, потому что тут многовато темного места, а сюда прям вот просится еще. И вот сюда, вот чувствуете, да, вот сюда прям просится. Вот. И вот тут многовато зеленого. Если видим многовато зелененького, однообразного, до любого цвета, синего, зеленого, значит, его надо немножко компенсировать. Да, немножко каким-то другим разбавить цветом, и все. Вот. Таким образом. Так, ну чего, как делишки? Ну, немножко смотри, давай мы с тобой. Вот сюда зелененьких, светленьких, вот таких вот листочечков сделайте, пожалуйста. Так, и вот тут я бы вот немножко вот, ну, как-нибудь вот она, розочка-то больше так вот. Такая какая-то. Вот. Зелененьких, светленьких, прямо от души классно. Смотрите как. Супер. Супер. Немножко беленького больше хочется. Чуть-чуть где-то какой-то ударчик такой. Вот. Вот. А так даже прям боюсь дотрагиваться. Вот, может быть, вот сюда чуть-чуть. Такой вот. Вот. Все. Не трогаем больше. Да. Чуть-чуть больше. Вот. Растягиваем вот эти вот. Вот. Вот так вот, вот белого куда нарисовал? Здесь не надо, вот здесь вот идут белые внутри, по контуру. Они, представь, вот цвет падает, и на толщину вот этого листочка падает цвет. А здесь-то будет, вот, стерла немножко, уже сразу лучше. Вот, а здесь будет-то темненько. Так, нормально. Молодцы, да. Так, вот тут вот хочется. Можно я чуть-чуть вот такой какой-то моментик, чуть-чуть. Вот может быть, такой, да. Вот больно правильный. Больно правильный? Сейчас мы неправильности им сразу добавим, чтобы он такой слишком правильный-то не был. Вот. Угу. Так. Нормально. Дайте-ка вот чуть-чуть. Да, а вот здесь можно брать гуще краску, да, и вот здесь вот, да, вот эти вот беленькие-то лепесточечки, или это вы еще дойдете? Нет, я думаю, что я уже все. Они провалились, что ли? Просто бывает, краска проваливается. Такое бывает. Вот пишем, а потом она проваливается. И это слой недостаточно толстый. И бывает, что холодные и холодные цвета, два так совмещаются друг с другом, что потом не видно. Значит, надо еще дополнительно сделать чуть-чуть другой цвет и переложить цвет. Вот, вот так вот. Да. Какой-то вот такой тут, да, есть такая вот. Да, тут немножко света в это, да. Вот. И немножко еще вот так вот я все-таки вот здесь вот хотя бы чуть-чуть лепесточечки. И вот здесь вот. Вот. Так, и вот здесь чуть-чуть. И вот здесь вот так. Светлого очень не хватает в листиках. То есть вот посмотрите, сейчас чуть-чуть добавлю светленького. Вот он есть, какой светленький, красивенький. Увидали, да? Вот он. Ну, это может быть прям белый, да, совсем уж слишком светлый. Сейчас чуть-чуть пожелтеет цвет. Вот такой.
Вот, вот, немножечко жизни, праздника и радости добавьте в зелень. Смотрите, да, как сразу. Да, значит, да, в желтый скоплю изумрудную. Вот сюда немножко. Он здесь есть, вот эти яркие листочки, они здесь должны быть. Они здесь, ну, как бы предусмотрены у нас по нашей картине, по нашей композиции. Вот, ну, хотя бы немножко, вот так. Вот уже, да, зелень сразу по-другому запела. Так. Подправлю. А чего мне все нравится? Живописно, красиво, да. Да. Живописно, красиво чувствуете. Может быть, чуть-чуть вот таких каких-то моментиков. Так. Растушую более так однородно. Вот. Смотрю, чтобы таких явных... Нет, а красивые картины действительно очень хорошие получились. Кажется, на первый взгляд сложно, а потом кажется, что и ничего сложного в результате, да? Вот эти моменты. Роза, она хочет вот немножко махровистости, такой вот чуть-чуть. Похоже уже стало. Вот эти движения, они сразу нам дают. Так, ну чего, нормально. Да? Нормально. Спасибо. Не за что. Так, идем дальше. Здесь вот каким цветом будем рисовать фончик? Внизу столик наш. Похож на вот это, да? Похож на вот это, но немножко позеленее, да? Ну, давайте. Значит, может быть, цвет фона остался, может быть, не остался. Значит, взяла белый, взяла немножко охры, немножко желтенького. В принципе, светлый цвет, вот какой-нибудь розоватенький, желтоватенький, он любой подойдет на световую часть нашей картины. Что-то немножко зеленоватенький вот тут, да? Какой-то зеленца. Вот здесь вот, смотрите, тень, а за тенью опять свет. Это важный момент. Это свет из-под теневой. Такой хороший, приятный шажочек. Вот он нужен тут. Вот он, свет из-под теневой. Растушевала немножко там, где тень, вот здесь, подальше, да, где тень расходится. Что-то непонятно? Что-то как-то шумновато стало. Можно тарелочку чистить, потому что все. Да. Кому? Держите. Значит, вот здесь тенька, потом идет светка. Свет идет. Да? Вот здесь вот. Свет из-под теневой называется. И вот здесь предлагаю немножко растушевать, для того, чтобы сделать линию стола не такой уж яркой, не такой уж, ну, как бы резкой. Да.
Конечно, что вы спрашиваете? Чувствуете себя как дома? Конечно. Почему нет? Как себя чувствуете? Утомились? Только вошли, да? Только вошли уже вот в такой в творческий процесс, да? Насколько по-другому время у нас, ну, течет, что ли. Как сказать? Когда занимаемся творчеством, время летит. Оно не течет, оно летит. Идет совсем по-другому, по каким-то своим законам. Вот. Вы можете поиграть с цветом фоном. Туда можно включить немножко зеленоватого, немножко, может быть, розоватого. Но самое главное, чтобы светлый был цвет примерно по тону, как вот цвет фона сверху. Вау, какая картина! Вау, вау. Чудо. Да? Да, да. Так, чего не хватает? Хотя бы листочки. Ура, листочки. Вот что еще хочу сказать. Смотрите, нанесли, да, нанесли обязательно. Вот часто встречающаяся такая, ну, недочет такой небольшой. В принципе, и так очень классно. Вот, но можно сделать еще лучше. Значит, под вазой, вот тут идет золотая полосочка, под вазой всегда идет тенюшечка. Небольшая. Вот ваза, она же будет отбрасывать тень на стол, да? Вот. То есть вот так надо обязательно сделать, тогда ваза встанет лучше, так увереннее встанет на поверхность стола. Так. И еще один моментик, смотрите какой. Растушевать, правильно подсказываете. Вот это вот растушевать. То есть чем дальше от предмета, тем тень более растушеванная, размытая. Я не зря взяла розовый. Розовый здесь тоже может играть. От как бы отблеска от этих цветов, да, может быть, здесь быть. Вот так вот растушевала эту тень. И вот здесь вот, в принципе, можно так оставить. Это может быть так. Но здесь из-под теневой такой свет чуть-чуть вырывается. Хорошо бы это тоже сделать. Это такой, ну, признак хорошей профессиональной картины. Значит, вот здесь, да, оп, как? Да, сразу, вот, свет из-под теневой, посмотрите, да, тоже нужен. Вот, ну и что еще? Растушевать вот эту, да, но это вы, наверное, сами, да, растушуете вот эту, да, чтобы договаривались, чтобы не было таких ярких. Немножко розовенького добавлю, пускай будет, ну, как бы поживописнее, да, ой, даже много розового, ну, пускай. Так, теперь листики. Прежде чем нарисовать сам предмет, рисуем вначале тень. То есть как? Вот я задумываю нарисовать тут лепесточек лежащий, а тут листочек, да, то есть я вначале тень рисую. На одном уровне не рисую, что-то ближе, что-то дальше. Вначале тень. Так.
Потом уже идет листочек, причем он идет теневой краской в начале. Ну, там вот как-то так, да? Там пусть еще здесь будет. А потом он немножко высветляется свет, потому что он будет все равно, на него лучики света будут падать, он все равно будет немножко подсвечиваться. Вот, вот так, вот, вот, да, вот это будет уже правильно. Также и розовым то же самое, розовеньким ставлю, вот таким прям не вырисовывая, вот так вот, оба, легкий такой, как упал, прямо мы его так, и немножко блечочек на него, ну и может быть где-то вот здесь, и все. Здесь надо поставить что? Подпись, подпись, конечно. Картина в разы стоит. С тени начинаем, да, не с того начали. Говорю, вначале следы, тени делаем, потом темные моменты сверху высветляем. Еще разочек. Значит, тень от будущих листиков нарисовала. И от будущего вот лепесточка нарисовала. Вот так, да? Просто не задумываясь, раз такой чирк такой, раз. Вот. Только не на одном уровне их располагаем. Один ближе, один дальше. В шахматном порядке тоже не располагаем. Так, розовеньким. Оп, так. Там где-то еще небольшой пускай лежит. Разные по размеру, да, один большой, там тот в точечку уходит. То есть совсем они очень разные. И немножко мы его вот так осветлим. Ну и последний штришочек, зеленый листок, да, который у нас там упал. Как-то вот так. Ну и подсветлим его светлым цветом, как-то вот так. Достаточно такой намек, небольшой намек есть на то, что там что-то упало. Берем маленькие кисточки, берем белую краску, ставим подпись. Белый, если не видно, у кого недостаточно такой темноватый фон, значит, можно синюю взять, коричневую, потемнее, поконтрастней. Ставим свои инициалы. Вот. Чего не получается? Теньку нарисовали? Размажьте, ничего страшного, нормально будет. Так, давайте. Пусть зеленый, зеленый может вот цвет какой-то быть. Кто хочет, да, значит, вот если у меня вдруг получилось вот так, да, лепесточки, чего не хватает им? Светика не хватает им, да? Чуть-чуть мы должны их вот так подсветлить, чуть-чуть хотя бы, это тоже, чуть-чуть хотя бы подсветлить и дать рядом маленький, потому что два одинаковых почти предмета, ну, каких-то элементика, да, рядом валяющихся. И теньку просила, начинала, говорила о том, что вначале рисуем тень от предмета. Вот. Вначале тень, потом сам предмет. Тени тоже рисуйте. От листиков все рисуют. Вот, молодец. А от этого где? От этого тоже, да, нужно. Вот они там есть. Вот, и от этого тоже нужно. И не одинаковые. Нарисуйте парочку каких-то рядом других. Что-нибудь вот других. И вот сюда надо блечок. Вот сюда надо
Так, ну чего, будем любоваться? Любоваться будем нашими картинами. Тут посмотрела, что-то мне эта тенюшка не очень. Сейчас я ее немножко вот так закрашу. Если что-то не нравится, прям берем на палец краску, затушевываем, растушевываем и рисуем то, что нравится. Так, подпись самое главное поставили. Больше. Так. Так. Немножко. Так. Так. Ладно. Лучший враг хорошего, можно перестараться. Ну, вы как ощущаете, что уже можно заканчивать? Как вы ощущаете сами? Так. Ага, у нас тут есть крутая рамка, как раз для таких крутых картин, которые у нас сегодня получились. Кто хочет увидеть в рамочке свое произведение? Все хотят. Давайте. Издалека всегда полезно смотреть на картину. Вот. Вот. Я знаю, вы из Питера приехали специально на наш мастер-класс, да? И как? Комплексовала почти весь мастер-класс, но сейчас кажется, что ничего. Очень даже классно. Очень красиво. Не зря ехали столько километров, столько часов. Не зря не... Так, пожалуйста. Давай. Яркая зелень. Смотрите, какая классная, скомпонованная. Да? Уже придумали, куда повесить? А здесь у нас, по-моему, первый раз, да, пришли? Первый раз. Первый раз не были на правополушарном, но обещают, говорят, да, мы сходим. Вот такие цветы нарисовали. Как у Горшкина, правда. Так, тут не первый раз, да, уже ходите давно. Золотая необыкновенная вазочка, хорошо скомпонованные цветочки. Такая картина. Так, давай, да, здоровья большое. Подписи ставьте, не забывайте подписи. Маленькая подпись может уйти, вот, отрадно слышать. Вот такая. Чуть-чуть больше сюда светлушечки. Вот пока сидите, чуть светленьких листиков сюда, да, можно. Вот, а так круто. Вот. Можно. Чего не показывала? Давайте. Так. А вот, кстати, сдержанная рамка, да, не яркая, без вензелей, к этой картине очень хорошо, потому что она сама по себе яркая, еще золотое золото, ну, золото яркое. А рамочка такая сдержанная, она наоборот сосредотачивает на цветочках. Еще кто-то хотел увидеть картиночку свою. Так. Не ожидали? Неожиданно? Неожиданно. Скажите пару слов, давайте теперь мы все вместе скажем что-нибудь нашим онлайн-слушателям. Как вам там рисуется? Вам рисуется очень замечательно, прекрасное настроение, прекрасный педагог. И получили мы огромное удовольствие от этого занятия. Так хочется прийти еще. И придем. Всех, Творческих успехов всем. всем нам, да, всем нам творческих успехов. Ага. Мексика, привет, Испания, Америка, Канада, Китай, всем привет. Россия, всех ждем на наших мастер-классах, на наших трансляциях. Всего доброго, до свидания. Спасибо.